Вы нас слышите? Америка, вы нас слышите? Мы вас слышим, а вы нас слышите хорошо? Замечательно. Доброго времени суток, дорогие друзья, партнеры. Вы сегодня находитесь на удивительной встрече. Эта встреча впервые происходит на нашем пространстве, малом пространстве. Алла, секундочку, пожалуйста, минуточку. Можете сказать еще что-то? Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я надеюсь, что вы меня слышите, правильно? Нет, слышно, получается. Секунду, мы сейчас перенастроим. Check, 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 check. Теперь слышно? Hello, hello. Нас слышно, нас слышно? Can you hear us? Ah, they're nodding yes. They're nodding yes, mom is not. Мам, тебя нас слышно? Ты микрофон выключен. Все, теперь включенный. Okay. Все слышно? Да. Отлично. Ну, отлично. Давайте попробуем еще раз. Дорогие друзья, Hello, everybody. я хочу с удовольствием представить вам удивительных людей, которых я безумно люблю, очень скучаю. Из-за коронавируса мы оказались по разные стороны океана. Эриком Ворре, автор бестселлера «7 шагов, чтобы стать профессионалом сетевого маркетинга», всемирно известный тренер и спикер. Эриком Ворре, сооснователь и главный исполнительный директор компании Network Marketing Pro. Прошу любить и жаловать. И, Мариночка, у нас сегодня с Эриком собралась группа лидеров, которая находится непосредственно в Zoom-комнате, и есть группа людей, которые ожидают нас, которые говорят, что видно, не слышно. Не видно ссылка. Ссылка на вход на мероприятие. Это уже все. Значит, нас ожидают люди, которые находятся в Zoom, и люди, которые находятся в Facebook-комнате. Там собралось очень много людей. И я думаю, что мы сегодня можем начать. Эрик говорил, что он сегодня поделится с тем, как в это сложное время в антикризисную программу можно было бы войти людям сетевого маркетинга. Прошу вас. The question that, first of all, there was an introduction, and the question for you is how people can join network marketing during the challenging times in the time of pandemic and stuff like that. Well, first of all, it's nice to be able to talk with everyone today. Thank you, Tala, for setting this up. And one thing she forgot to mention of all the introductions is that I am her son-in-law. Hello. Эрик говорит, что, прежде чем
тому, как он переступит к ответу на ваш вопрос, он говорит, что «мама, ты забыла сказать, что самое главное в его представлении, что он твой сын, как сын-in-law? Зять, вот, забыла слово по-русски, зять». So let me answer your question. It's an interesting time because I expected that network marketing was going to slow down a little bit during this global event. Мы живем в очень интересное время, потому что, к моему большому удивлению, я думал, что вся ситуация, которая сейчас происходит в мировой экономике и по состоянию здоровья, вирус и так далее, я думал, что сетевой маркетинг начнет, ослаблять свое движение. But it did not slow down at all. Matter of fact, the months of March and April have been record months around the world. И к моему великому удивлению, это замедление не произошло, а наоборот, месяц март был одним из рекордных месяцев для очень многих сетевых компаний. And in looking at it, I think there's three main reasons why network marketing is doing so well. И если посмотреть на что происходит, мне кажется, что существуют три основные причины, почему сетевой маркетинг является хорошим бизнесом на сегодняшний день. Number one is people still want to purchase valuable products. Первая причина – это люди хотят все равно продолжать покупать нужные и ценные продукты. And there's so many network marketing companies that are focused on wellness in some area or another, or health in some area or another. И, как вы знаете, существует множество сетевых компаний, которые основным продуктом являются продукты либо пищевые добавки, либо продукты wellness, либо всевозможные продукты для улучшения общего благосостояния и состояния физического человека. So many companies have a huge advantage to be able to offer those products and services to people in a time when they're very focused on making sure that their home is as safe as possible. И, конечно же, поэтому очень многие компании такого рода на сегодняшний день процветают, потому что люди покупают продукты либо для их собственного благосостояния, а также для дома, для поддержания чистоты, порядка, в зависимости от того, какие продукты компания предлагает. And I got to tell you, I expected like travel companies, I thought were just going to be killed. They were just going to be devastated because nobody's traveling. Cruise companies, travel companies. But what I found out is even those companies are experiencing dramatic growth. Я думал, что, честно говоря, компании, которые основным продуктом являются всевозможные путешествия, поездки, круизы и так далее, что эти компании не будут настолько хорошо продвигаться сейчас. И я был очень удивлен, узнав о том, что даже эти компании на сегодняшний день продолжают свой рост. So every single category that I'm aware of inside of network marketing is as healthy as it's ever been and is experiencing dramatic growth. И все категории компаний на сегодняшний день, которые работают в индустрии сетевого маркетинга, они испытывают достаточно серьезный рост. So that's number one. Number two, the second reason is today, more than any time in history, people are open-minded to finding a way to earn money from home. Вторая причина – это то, что на сегодняшний день у людей более открыт кругозор, более открыто мышление, и они более открыты к воспринятию информации, которую мы предлагаем. Inside of network marketing, we've known this for years, many, many years. This is one of the great advantages of our business. But the rest of the world didn't. The rest of the world, went to their office, went to their business, they did their traditional thing. And now many of them can't do that thing. So where even 6 weeks ago, they were closed-minded, saying, no, not interested. Now they're open. Now they're interested. Now they're open-minded
to learning more. И, как вы понимаете, то есть поскольку мы многие, работая в индустрии сетевого маркетинга, в профессии сетевого маркетинга, мы привыкли к тому, что мы работаем из дома, и для нас, как говорится, в этой ситуации нету ничего нового. Для очень многих людей, конечно же, как вы знаете, из-за того, что произошли массовые увольнения, люди потеряли работу, и они на сегодняшний день вынуждены искать какого-то рода доход, дополнительный источник, работая из дома. И поэтому сейчас они, наоборот, более открыты и принимают ситуацию, что да, все-таки, наверное, существуют различного рода бизнесы, где можно работать из дома, и сетевой маркетинг один из них. And the third reason why I think things are so good and the reason why you should be so active right now is the whole world has time. It's like the month of March felt like it was 6 months long. The month of April has felt like it's been over a year. It's stretching out. We have so much time to be able to talk to more people than we ever have before. So productivity is up dramatically because everybody has time. Distributors have time, but prospects also have time. Если вы помните, одна из основных причин, почему люди говорили, что у них нет желания или возможности заниматься сетевым маркетингом, это то, что у них нет времени. И, как вы понимаете, на сегодняшний день очень многие люди имеют достаточно много свободного времени. То есть дистрибьюторы, у них есть масса свободного времени, и те же кастомеры, те же клиенты, те же потенциальные дистрибьюторы, которые более открыты на сегодняшний день к восприятию этой информации, у них тоже на сегодняшний день достаточно много свободного времени, поэтому люди сейчас более активно начинают работать, и продуктивность последние пару месяцев вышла, как говорится, за все рамки. Как вы помните, скорее всего, месяц март показало, что он был достаточно длинным. Такое ощущение, что он тянулся месяцев 6, а месяц апрель, скорее всего, мне кажется, всем кажется, или, по крайней мере, нам в Америке это кажется, что он тянется уже практически год. Поэтому ощущение того, что у нас достаточно больше времени, чем обычно, оно позволяет людям работать более продуктивно. So for those reasons, this is an important moment because the whole world is looking for a solution that network marketing can offer. So what we need to do now is be as busy as we possibly can educating people as to what it is that we do. И, как Эрик сказал, поскольку люди открыты к восприятию нашей информации, мы сегодня все должны быть как можно более заняты тем, чтобы рассказывать и показывать продукты и финансовые возможности наших компаний, потому что люди готовы к этому восприятию, и на сегодняшний день это тот момент, когда вы можете завоевать новые рынки. See, some people think that our job in network marketing is to sell products. That's not really our job. And some people think our job in network marketing is to recruit people and build a team. That's not really our job. Our job is to educate people. And we're all teachers. And if we educate people to the point that they understand what we have, then they can make a good decision whether this is right for them or not. So now more than ever, we need to reach out and educate as many people as possible to the value of network marketing. И, конечно же, люди на сегодняшний день, они более открыты, и you were talking for too long. Which one? Some people think our job is to sell products. Some people think it's to recruit. То есть очень многие люди думают, что наша на сегодняшний день работа это, ну или вообще работа сетевого маркетинга заключается в том, что мы продаем продукты. Это не наша работа. Люди думают, что работа в сетевом маркетинге это предложение наших финансовых возможностей и рекрутирование дистрибьюторов. Это тоже не наша работа. Наша работа заключается в том, чтобы мы
позволили, чтобы мы объяснили, как учителя, нашим потенциальным клиентам и потенциальным дистрибьюторам, что у нас есть. То есть наша задача быть коучем, наша задача быть учителем и объяснить людям, что у нас есть. А это уже дальше их задача, либо принять наши предложения, либо нет. То есть не зацикливайтесь на том, что конечный результат является вашей работой. Конечный результат всегда будет зависеть от потенциального клиента, от потенциального дистрибьютора, опять же таки в зависимости от того, насколько профессионально вы сделаете свою работу, обучая их тому, что у нас есть. So back to you, Tala. Надеюсь, что это ответило на ваш вопрос. У тебя микрофон выключен. Секундочку, мы вас не слышим. У нас есть дирижер, который выключил и дал возможность говорить только вам. У нас собрались лидеры, которые подготовили вопросы. И первый человек, которого я хочу вам представить, это Серж Жералди. Это профессионал сетевого маркетинга. Он в профессии более 27 лет. И у него структуры на 4 континентах в 50 странах. Серж, пожалуйста, вам слово. Serge is one of the top distributors. Я пытаюсь его найти и не могу. And he's built large organizations around the world, so he has a question. Okay. We don't see him. Сейчас Алексею даст микрофончик, включит. Где же у нас Серж? Серж, отзовитесь, поднимите руку. Две секундочки. Давайте перейдем к следующему участнику. Следующий участник у нас Ламара Жабина. Игорь и Ламара Жабина – это семейная пара, которая более 25 лет на рынке, на сетевом рынке работают. Это люди, которые создали ассамблею сетевых предпринимателей. Ребята, вы здесь, на месте? Да, мы здесь, и, конечно, спасибо за честь, и мы всех мировых лидеров здесь присутствующих приветствуем. И к Эрику с большим уважением. Эрик, скажите, пожалуйста, вот сейчас такие изменения идут в мире. На ваш взгляд, да, какие будут тренды, какие индустрии будут, на волне, да? Потому что нам всем интересно, что сегодня будет в тренде. Вот по вашим ощущениям, что это будет? The question is basically based on what's happening right now. What do you see the trends going to look like? What's going to be more in favor? What's going to be more trendy coming out of this? Well, here's what I think when it comes to trends. And thank you for the question. It's good to see you, my friends. It's been too long. I hope you're well. I think when this is over, the world is going to be permanently changed. Во-первых, здравствуйте, Игорь и Ламара, очень рада вас видеть. И ответ Эрика заключается в том, что он говорит, что, скорее, на его взгляд, мир будет совершенно другим по сравнению с тем, к чему мы привыкли. The way we communicate, the way we hold meetings, the way we train people, the way we recruit is going to be completely and totally changed. То есть способы коммуникации, способы наших встреч, способы рекрутирования, то, как мы будем дальше встречаться на мероприятиях, то есть очень многие вещи будут значительно заменены или выглядеть по-другому. I'll give you one example. We are on Zoom right now. In November of last year, Zoom had 10 million users. Например, мы сейчас используем с вами платформу, которая называется Zoom. В ноябре прошлого года было 10 миллионов подписчиков на этой платформе. At Easter,
April 15th, they had 200 million users. В 15 апреля этого года у них было 200 миллионов подписчиков. Today, they have over 300 million users. И сегодня у нас что, 15 дней позже, у них уже 300 миллионов подписчиков. Over 100 million users in 10 to 14 days. То есть, грубо говоря, мало того, что они настолько выросли с ноября по апрель, и даже за последние 2 недели апреля они выросли еще на 100 миллионов подписчиков. So I think many people are not going to go back to that office building that they used to work in. То есть я думаю, что, скорее всего, очень многие люди, которые привыкли работать в офисе, там, в каком-то здании, да, очень может быть, что они в него больше не вернутся. They're not going to go in their little meeting rooms and have their corporate meetings. Они не будут больше ходить в конференц-комнаты и садиться и там заседать, а, скорее всего, будут использовать подобного рода платформы. They're going to use Zoom and have Zoom meetings instead of face-to-face meetings more and more and more. То есть они будут больше встречаться на платформе Zoom или подобного рода платформах, а не лицом к лицу, как это было раньше. This is in the general world, and I've talked many times about what I call the performance economy, which is you're not going to, in the future, you're not going to get paid for your time, you're going to get paid for your results. Если вы помните или читали эту книжку, он в ней говорил о том, что мир идет к экономике, которая основывается на вашей производительности, а не на том, что вы какое-то количество времени потратили на выполнение каких-то заданий. То есть если вы произвели результат, вот это будет считаться. А за какой промежуток времени, это уже другой вопрос. So we were headed there over the next 10 years, and I think that time just got shrunk down. I think people are going to, all around the world, they're going to put everyone they can onto performance-type compensation. То есть мы уже, как говорится, двигались к этой экономике последние 5-10 лет, но я думаю, что мы гораздо быстрее придем к ней и к тому, что люди будут получать деньги в зависимости от результатов, а не потраченного времени. So that's one trend. The second trend is, I saw an interview yesterday with the CEO of a company called Shopify. Вчера Эрик видел интервью с президентом компании Shopify. And that is a company that helps people set up online stores for e-commerce. И это та компания, которая помогает людям, если они хотят продавать что-то в системе онлайн, они помогают им создать, вот, как говорится, такой магазинчик. And he said, in terms of e-commerce, people buying online and having products shipped directly to them, 2030, what was going to happen in 2030, just got moved up to 2020. И, то есть, судя по трендам его компании, что происходит на сегодняшний день, из-за вируса и всех изменений, которые мы сегодня видим с вами, все, что должно было произойти теоретически в 2030 году, все сдвинулось на 10 лет вперед. То есть все, что можно купить онлайн и что может быть доставлено с магазинов, товары, которые приобретены онлайн, все это будет происходить и усиливаться в сумасшедших масштабах. Shopping in physical stores is going to drop like a rock, and shopping online is going to go straight through the roof. То есть продажи в обычных магазинах, где мы с вами заходили, что-то покупали, продажи в таких магазинах будут значительно снижаться, а продажи магазинов онлайн будут расти с очень большой скоростью. And the next huge trend is the entire world is going to wake up and explore every possible way for them to be able to work for themselves, and work from home. И вот эта ситуация, которую мы сейчас с вами видим, она будет как таким звоночком для очень большого количества людей, для того, чтобы они поняли, что очень важно на сегодняшний день, во-первых, работать на себя, а во-вторых, иметь какой-то дополнительный источник дохода и по возможности работать из дома.
So those are the three biggest trends that I see in the world right now. То есть вот это три основных тренда, которые я вижу на сегодняшний день. Спасибо, ребята. Я сейчас вижу, что у нас появился Серж на связи, ему уже дали возможность говорить. Серж, пожалуйста, я вас уже представила, вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, Эрик и Марина. Очень рада, что вы решили организоваться. Вот первый вебинар для СНГ. И я очень ценю, что я могу общаться с вами через этот вопрос. Да? Я очень ценю твою работу, что ты сделал для нашей индустрии, Эрик. Вопрос такой. Что, на твой взгляд, позволяет, дай возможности создать момент времени, моментом в своей организации, в своей группе, что поднимает рост, а для того, чтобы сильно поднимать группу, бизнес гораздо больше, высокий уровень результат. Для тебя что самое главное? Регулярности или скорости? Я знаю, что это твой конек, и я хочу, чтобы ты говорил об этом. So first of all, thank you for doing this webinar. And his question is like, in order to create a momentum, what do you think is more important, consistency or speed? Both, Serge, and it's nice to see you, nice to connect with you, and thank you for the question. Both are important. Consistency, without consistency, it's very difficult to build trust within an organization. But without speed, it's very difficult to build momentum and velocity. So some people say you need to be the turtle, inch by inch, just, you can't kill a person who won't quit. That's not true. There's lots of people just being the turtle forever and they never build a good business. Let me translate it. То есть, конечно же, обе вещи очень важные. И скорость, и постоянные действия, необходимые для построения сетевой структуры. То есть без постоянных активностей люди не будут вам верить. То есть вы будете таким лидером, которому сложно доверять. А если вы не создадите вот эту вот скорость, то очень сложно создать вот этот вот моментум, вот этот вот высокий рост. И Эрик приводит пример, что очень многие считают, что сетевой маркетинг – это как… в Америке есть сказка о черепахе и кролике. Да, что вот черепаха потихонечку, вот шаг за шагом, по сантиметрику она проходит, и вот она в конечном итоге добьется результата, она дойдет до финишной прямой. And other people say that you need to be the rabbit. You need to just go, 1,000 miles an hour, which is something that usually you can't sustain for forever. И, то есть, это, как говорится, одна теория – это быть вот этой вот черепашкой, другая теория – это тем, что вы должны быть кроликом, который постоянно бегом, и вот это вот он все бегом делает. Но, к сожалению, постоянно поддерживать вот такую вот скорость и вот такой вот ритм очень сложно на протяжении долгого периода времени. So I think the real answer is it's a combination. Like, for example, right now, in this moment, when the world needs what we have, you cannot be the turtle. If you are wasting an incredible opportunity to contribute to many, many people's lives. То есть реально ответ – это нужно быть немножко черепахой, немножко кроликом. То есть, например, на сегодняшний день очень важно быть кроликом, потому что и очень важна вот эта вот скорость, вот этот вот моментум, потому что если вы будете, как говорится, ползти сегодня, вы потеряете вот эту отличную возможность, которая на сегодняшний день существует, что люди открыты мысленно к подобного рода бизнесу, и они открыты к тому, чтобы строить что-то из дома и к дополнительному источнику дохода. Поэтому сейчас очень важный момент не упустить его и быть вот этим вот кроликом, который очень быстро и очень активно работает. So every day, every distributor should have a baseline of what we call a daily method of operation, a baseline of activity that they do every day, no matter what. То есть у каждого дистрибьютора должна быть, как говорится, основа, база того, что они делают каждый день. Допустим, там 1, 2, 3 какие-то там шага, которые они повторяют каждый день. То есть вот это их база, вот это их основа.
But then, every once in a while, they need to just go hard. They need to be the rabbit. Go recruit 20 people in 30 days. Go take 3 days and see how many presentations you can do. Take a 90-day blitz and expand your business to a new country. Whatever it happens to be, but when you're done with that big blitz, then come back, make sure you never go below that daily method of operation. То есть вот это ваша база, а потом вы должны перейти на другую стадию, в которой вы как раз вот как вот этот вот кролик, вы производите максимальное количество действий, максимальное количество презентаций. То есть посмотреть, например, сколько взять и рекрутировать 20 людей в течение 30 дней, или сколько людей вы можете, сколько презентаций вы можете произвести за 3 дня, или, допустим, какое количество бизнеса вы можете создать на протяжении 90 дней. То есть вот какой-то вот такой вот блиц, какой-то вот такой вот взрыв активности, а потом перейти опять к своей вот этой вот базе, там, 1, 2, 3 шаг, который вы делаете на каждый день. То есть база, потом взрыв активности, потом опять база, потом опять взрыв. То есть вот такие вот рывки должны постоянно существовать в вашей карьере. And one more thing I would just tell you, right now, and for the next 90 days, it's time to go hard. Right now, you can accomplish in the next 90 days what might take other people 9 years to accomplish. И на сегодняшний день ситуация, в которой мы сейчас находимся, это шикарная возможность для всех, для нас вырастить свой бизнес в разы, потому что то, что можно сделать за вот эти вот последующие 90 дней, когда люди открыты, мысленно готовы к новым способам зарабатывания денег, к новым возможностям, если вы упустите вот эти вот 90 дней на сегодняшний день, потом это может, то, что люди сделают за вот эти 3 месяца, потом потребуется 9 лет, 3 года, я не знаю, сколько времени, но значительно больше, в разы больше времени для того, чтобы сделать то, что можно сделать в последующие 90 дней. I've been involved in this profession for 32 years, and I have never felt or seen the type of response to the network marketing profession, positive response, that I'm seeing right now, never at this level in 32 years. Эрик занимается сетевым маркетингом более 32 лет, и он говорит, что за все свои годы я никогда не видел подобного рода отзыв от людей к нашей профессии. Люди на сегодняшний день настолько готовы, они настолько открыты, что, говорит, я никогда такого не видел, и очень важно захватить вот этот вот момент. И не упустить его. And if you don't hit it hard right now, I think you're going to regret it the rest of your life. Если вы сейчас не будете активно расти свою организацию и расти свой бизнес, вы будете жалеть об этом всю последующую жизнь. Спасибо, Серж. Я хочу представить нашего следующего лидера. Зовут очаровательную девушку Галина Веселуха. Опыт у нее в сетевом маркетинге небольшой, но она за это время показала потрясающие результаты. Кроме всего прочего, это мама 5 детей. Галочка, пожалуйста. Спасибо. Рада быть на этой встрече. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Эрик. И у меня такой вопрос сегодня. Какие навыки и методы использовать для продвижения инвестиционных продуктов? Я вот новичок, хотела бы услышать, как эффективно это делать. Her product is an investment product. What do you think are the tools and ways to promote those kind of products? It's every product has its own natural audience, right? So, and I will tell you, every product and every service around the world is growing for the same reasons I described. All you need to do is educate people about your product. People are interested, they're open, they have time, they're looking for ways to be able to earn from home, they're looking for ways to be able to take advantage of this opportunity best they can. All I would say, and it sounds overly simple, is you just need to talk to more people.
And in the conversation, you will have an opportunity to be able to educate them on the value of your service. То есть, в принципе, по тем же самым причинам, по которым Эрик объяснил ранее, почему сетевой маркетинг на сегодняшний день испытывает вот такой вот бум, точно так же, как все продукты, то есть это касается абсолютно практически всех продуктов, то есть как продукты wellness-индустрии, продукты travel, продукты инвестиций. Поэтому основная задача – это просто понимать, что с чем большим количеством людей вы можете поговорить, чем больше, как говорится, вот таких вот разговоров вы сможете начать с потенциальными клиентами и объяснить, научить, показать им, в чем достоинство вашего продукта. То есть он говорит, это может казаться абсолютно простым, как говорится, слишком простым ответом, но на сегодняшний день основная задача – это поговорить с чем большим количеством людей, насколько это возможно. Потому что люди открыты, люди готовы воспринимать эту информацию, и люди готовы принимать действия насчет вот этих ваших и продуктов, и инвестиционных программ, и всего остального, что на сегодняшний день сетевой маркетинг предлагает. And I know it sounds like an oversimple answer, but here's the truth. The average person in network marketing is actively talking to about 10 prospects at any moment in time. И я понимаю, что это может показаться достаточно простым ответом, и, может быть, не совсем то, чего вы ожидали, но на сегодняшний день типичный представитель сетевого маркетинга разговаривает с 5, максимум 10 потенциальными клиентами. If you want to be a professional in this moment in history, you need to be talking to a minimum, being in conversation with a minimum of 100 people at any moment in time. И на сегодняшний день для того, чтобы быть успешным и взять вот этот вот существующую возможность, которая перед нами всеми открыта, вы должны разговаривать как минимум со 100 людьми. Не 5-10, а 100. То есть у вас в один момент должно быть как минимум 100 различных разговоров, которые происходят с различными людьми в различных областях, странах и так далее, где ваш продукт представлен. Just in the process of conversation. And if you do that, then you're going to be talking to so many people that you're not going to be worried about exactly what you say. You're not going to be worried if somebody doesn't respond. You're not going to be worried if somebody doesn't join, because there's going to be enough people joining every day. И из-за просто обычного количества этих людей, с которыми вы ведете все беседы, вы не будете переживать, ой, а что-то там сказала не так на этой презентации, ой, кто-то там сказал, что они не хотят, им там не нравится мой продукт. То есть вы не будете зацикливаться на каких-то определенных минимальных ответах людей, либо что произошло не так, потому что у вас будет такое количество людей, которые будут присоединяться к вашему бизнесу каждый день, что вы не будете обращать на это внимание, вы не будете отвлекаться на это, и с каждым разом, с каждой беседой вы будете становиться только лучше, лучше и лучше. Hope that helps. Надеюсь, что это помогло ответить на ваш вопрос. Я хочу представить еще одну удивительную девушку. Зовут ее Марина Лавренюк. Это человек с 16-летним опытом в сетевом маркетинге. Это топ-лидер компании и тоже мама 5 детей. Благодарю Нателла и Алексей за такую организацию, за такую возможность пообщаться с Мариной, с Эриком. Эрик, Марина, я очень рада вас видеть и благодарна, что 10 лет назад судьба нас свела вместе. She's just happy that to know us, and we met 10 years ago, and she's just. It's our pleasure. To Alexei and Tyler. Я помню твой Yes, тренинг в nice to have you. Киеве. It's fun. Я помню тренинг в Киеве в 2010 году, и мы Long time ago. очень много материалов применили в работу, и благодаря этому, конечно, достигли очень большого успеха в сетевом маркетинге. And they used some of that training, and that helped them to grow. That's great. И я сижу, и моя душа радуется, потому что все то, что ты говоришь, мы все это уже делаем с декабря месяца. Уже 4 месяца мы делаем
активность, и мы поменяли режим работы в онлайн еще до кризиса. And she's saying basically pretty much everything you just said. She's happy because they were already implementing those things starting the end of the last year. И сейчас приходит в сетевой очень много людей, новичков, которым нужно понимать этику сетевого. И, конечно, из-за последних изменений сам сетевой бизнес тоже очень поменялся. Планирует ли Эрик выпустить книгу? Планирует ли выпустить книгу «Новое обучение»? There are a lot of new people joining the business, and of course, it's important to keep talking to them about ethics of network marketing. And one of the questions is like, "You're waiting for the next book. When your next book is coming?" Или поменять I know. I have, the good news is I have like 5 books in my head. The bad news is I'm lazy. So Marina keeps pushing me. Sometime soon, I hope. Говорит, как говорится, хорошая новость в том, что у него 5 книг в голове. Плохая новость в том, что он очень ленивый в этом плане, и ему очень тяжело перенести, как говорится, все эти книги с его головы на бумагу. Поэтому, то есть я его постоянно подталкиваю, постоянно, как говорится, мозолю. Вот. Ну, может, когда-нибудь скоро. новый формат обучений? Планируется ли у вашего такого мощного тандема? Do we plan any new format of education between you and me, or what are we doing? Right now, I mean, we are adapting. We're in our studio here at our home in Las Vegas. We are doing more things online now. We are utilizing the technology. We are creating different online learning experiences, communication, training, coaching. And that's what a lot of people are doing. Face-to-face events are going to come back, but for the time being, physical distancing is probably a reality that we're going to have to deal with. So entrepreneurs adapt, entrepreneurs adjust, and that's what we're doing. We did an event a few weeks ago. We had 90,000 people on this event, broadcast around the world, and we're talking to you right now. So we're utilizing technology more now, and we can't wait till we get back face to face. But in the meantime, I'm very grateful that we have this as a tool. То есть, мы все больше и больше, конечно же, общаемся с людьми онлайн и делаем различного рода зумы или онлайн-мероприятия. Мы сейчас сидим, это у нас дома, мы сделали себе студию, то есть мы можем вести прямые трансляции отсюда на неограниченное количество людей. Пару недель назад мы сделали большое мероприятие, которое называлось GoPro World Tour. У нас на этом мировом туре было более 90 тысяч людей смотрели этот тур в сети онлайн. Вот, поэтому, то есть, понятное дело, как любые предприниматели, мы пытаемся адаптироваться к сложившейся ситуации. И, то есть, у нас есть различные тренинговые программы, различные коучинговые программы. И, понятное дело, мы все больше и больше идем онлайн. Конечно же, мероприятия, когда там мы встречаемся в гостиницах большого рода, типа как женское мероприятие или GoPro, их никто не отменяет, то есть, к сожалению, может быть, по крайней мере, женском нам придется переносить, вот, но когда эти мероприятия вернутся снова в силу, и мы сможем все вместе находиться в огромном большом зале, то есть, конечно же, мы смотрим с надеждой на это время, когда это произойдет, но до тех пор, понятное дело, мы максимально стараемся использовать технологии, которые существуют на сегодняшний день, и делать вот такого рода мероприятия онлайн. Я благодарна за ответ и очень рада тому, что наша встреча, пускай онлайн, но все-таки состоялась. Буду рада видеть лично. Even online, but we were able to meet. Очень приятно видеть. Всего доброго.
Ну, теперь следующий наш лидер. Его зовут Виктор Поливердов, больше 9 лет в сетевом маркетинге. Этот человек объединяет столько стран, я даже не знаю, не могу сказать, по-моему, все континенты у него, и индусы, и русские, и американцы. Поэтому, Виктор, тебе слово. Привет, привет, Эрик. Привет, Марина. Здравствуйте. Привет все присутствующие. Привет вам из Одессы. Я знаю, что этот город для вас кое-что знает. Привет все те люди, которые сегодня присутствуют на конференции, потому что я знаю, что на конференции есть не только лидеры, есть много людей, которые сейчас смотрят на сетевой маркетинг. Конечно, я хочу поблагодарить, что ты нашел время с Мариной выйти в эфир, потому что, ну, если честно, тебя, Эрик, на русскоязычном пространстве знают только некоторые лидеры, а весь рынок тебя не знает, и твоих знаний нам не хватает. Я надеюсь, что такие встречи будут продолжаться дальше, потому что очень нужны советы профессионалов. И, конечно же... Можно минуточку, я ему переведу. Basically, first of all, he's connecting from Odessa, and he's grateful for the opportunity to connect with you. And there are a bunch of leaders on this call, but also there are some people who are watching us because they're streaming on the Facebook page who are just considering network marketing as a potential solution for them. So first of all, he's saying that obviously a lot of leaders know you, but not so many people exposed to your knowledge and information. So they hope that in the future they will have more of this kind of event. Да. Сейчас наступило очень непонятное время, и ты много ответов уже дал на вопросы, как действовать в этой ситуации, потому что в интернете появилось очень много пророков. Кто-то говорит, все будет очень плохо, кто-то говорит, надо ждать. Ты уже сказал, что ждать не надо никогда, надо действовать. Но я просто знаю, что нас смотрят простые люди и те люди, которые смотрят сейчас в сторону сетевого маркетинга. Я хотел бы, чтобы ты как эксперт дал совет именно тем новичкам, потому что я знаю, что в записи видео просмотрят миллионы людей на русскоязычном пространстве. А это очень большая территория, это очень огромный рынок, который на сегодня практически не занят. И много людей просто сейчас смотрят на сетевой маркетинг. Я хотел бы, чтобы ты дал совет именно тем новичкам, которые сейчас сидят и думают, начинать такое трудное время сетевой маркетинг мне или не начинать. Дай, пожалуйста, им совет, что им делать, как действовать и как это дальше все будет. Спасибо. So basically, you already answered a lot of questions that what to do moving forward, but he would like you to address specifically people who are just considering network marketing as a profession or as an opportunity, what to do, how to do, why now, because a lot of different media is saying just don't do nothing, just wait, and sky is falling and stuff like that. But he knows that millions of people will be watching it in the replay and stuff like that. So it's really important. What's his name again? Victor. Victor, thank you for the question. Look, people today have a few options. One option is they could hope that the government takes care of them. Спасибо, Виктор, во-первых, за вопрос. На сегодняшний день у людей есть несколько вариантов. Да? Один из вариантов – это надеяться, да, что что-то изменится, и государство о нас позаботится. Государства разных стран. Two, they could hope that jobs come back and the economy gets healthier and they're able to take care of their families by working for someone else. Они тоже могут продолжать надеяться на то, что их работа вернется, то есть если они потеряли на сегодняшний день заработок или работу, что когда вся эта эпидемия закончится, то есть их работа вернется, они снова, то есть жизнь вернется в нормальное русло, они смогут продолжать работать и зарабатывать себе на жизнь. То есть они могут надеяться на это. My strongest advice to everyone around the world is to not put your trust in the government or to an employer in order to take care of your family.
И моя очень настоятельная рекомендация для людей по всему миру – это не надеяться на государство, либо на вашего работодателя, что они будут о вас заботиться. You need to take charge of your financial life. Вы лично должны заботиться о благосостоянии и финансовом благополучии вашей семьи. You must find a way to work for yourself and to be able to earn money from home. Каждый из вас, кто сейчас смотрит в записи или в прямом эфире, вы должны заботиться о том, чтобы найти, либо стать предпринимателем, бизнесменом в любом виде и зарабатывать дополнительный доход, работая из дома. I think you need to explore every possible option of how to earn from home. Мне кажется, что вам надо посмотреть на абсолютно все возможности, которые существуют для зарабатывания из дома. And network marketing should be on the list. И сетевой маркетинг должен быть обязательно на этом листе, на который вы будете рассматривать эти предложения. You don't have to choose network marketing if you don't want, but you need to make sure that you at least understand what it is. И если вы не хотите присоединяться к сетевому бизнесу, это ваше решение, но вы обязательно должны хотя бы понимать, в чем заключается этот бизнес и как вы можете его использовать для себя лично. And it's my strong belief from 32 years of experience that network marketing is not perfect, but it's better for the average person as a way to be able to create income from home. И исходя из моего более 32-летнего опыта в этой профессии, я знаю, что сетевой маркетинг не является идеальным бизнесом, да, то есть у нас есть свои нюансы, но на сегодняшний день это самая лучшая бизнес-возможность для любого человека, который серьезно ее воспримет и серьезно начнет в ней работать. The cost to get involved is extremely low. Стоимость для того, чтобы подключиться практически к любой компании сетевого маркетинга, достаточно низкая. There's no experience or education required. Вам не надо иметь никакие определенного рода навыки или опыт работы с прошлого. Training is provided. Компании предоставляют в большей степени тренинг. Support is provided. И помощь, которая нужна, существует в рамках компании. Great products and services are provided. Компания берет на себя ответственность и обязательства о предоставлении продуктов, о его расширении, продвижении и так далее. The tracking of your business is provided. То есть компании также будут предоставлять необходимую помощь, смотреть, сколько продуктов вы продали и какое количество комиссионных вы заработали. То есть вам не надо об этом беспокоиться. It's flexible. You can build it part-time. Вы можете работать в этом бизнесе частичной занятостью, и график вашей работы может быть достаточно флексибельным. You can literally build your business with your phone. Вы, в принципе, можете построить весь бизнес со своим телефоном. We stand on one side. There is your network marketing company that has valuable products and services. On the other side are people who want those products and services, and network marketing distributors connect those two groups. То есть если вы представите на сегодняшний день, с одной стороны, это компании сетевого маркетинга, которые предоставляют всевозможного рода продукты и сервисы, услуги, а с другой стороны существуют потенциальные клиенты, которые нуждаются в этих сервисах и услугах. И вы, как дистрибьютор, вы находитесь посередине, и вы соединяете клиента и компанию. And if I connect the company with the consumer, many times I don't even have to touch the product. The company will ship the product directly to the consumer and they will pay me a commission. Or they'll connect the service to the consumer and they'll pay me a commission. Not only one time, but every time that person purchases for the rest of the time that they're connected with the company. То есть если вы соедините клиента с компанией, и вы, как говорится, являетесь вот этим посредником, во-первых, вам даже не нужно заниматься пересылкой продукта или оказанием услуги, потому что компания все это сделает за вас. Вот. И за вашу работу
при соединении, будучи посредником между клиентом и компанией, вы получите свои комиссионные. И вы будете получать эти комиссионные не один раз только из одной транзакции, а каждый раз, когда этот клиент продолжает покупать услугу или сервис у вашей компании. In network marketing, we only do four things. Four things. В сетевом маркетинге мы занимаемся 4 вещами. Number one, we sell valuable products and services to consumers. Номер 1, мы продаем, предлагаем, промотируем важные, нужные продукты и услуги, которые предоставляет компания. And really, we just connect people to the company, and the company provides that product or service. То есть, в реалиях это мы соединяем клиента с компанией, компания дальше предоставляет ему услуги или продает продукт напрямую. Number two, we recruit and build an ever-expanding team of other people who are selling those products and services. Номер 2, это мы рекрутируем людей в команду, и вот эта вот команда продолжает все вместе промотировать тоже продукты или услуги вашей компании. Number three, we duplicate the process. А номер 3, это мы дуплицируем этот процесс, то есть продолжаем рекрутировать и строить команду. This creates leverage within your business. Это то, где появляется leverage, когда вы можете уже зарабатывать от работы других людей. Instead of getting 100% of your efforts, you can get 1% of 100 people's efforts. То есть вместо того, чтобы вы получали 100% от работы одного человека, вы получаете маленький процент, допустим, 1% от 100 людей, которые продолжают работать. То есть в этом и заключается вот этот ваш leverage. And the fourth thing that we do is we increase the productivity of the teams that we build based upon our leadership. И основываясь на наших лидерских качествах, мы увеличиваем производительность вот этой вот команды. Two groups of the same size. One group has a great leader, they're going to be more productive. One group has not so great leader, they're probably going to be less productive. Если вы возьмете 2 группы, в одной из них очень сильный лидер, который руководит командой, то есть результаты этой команды будут значительно выше. Если вторая группа, у которой достаточно слабый лидер, который не ведет свою группу как положено, не обучает ее, не мотивирует, то, естественно, у них результаты будут хуже. То есть от лидера зависит очень многое. But one thing I have to say to everyone, if you're thinking about network marketing, this is not a game. This is not a lottery. This is not magic beans you drop into the ground and you get rich. То есть одно я хочу вам всем сказать, что я хочу, чтобы вы это чуть четко понимали. Сетевой маркетинг – это не игра, это не проект, это не лотерея. То есть вы ничего в этом бизнесе, вы не получите что-то, не делая ничего. То есть мы, как говорится, тут не выращиваем магические зернышки от того, что вы там что-то там бросите в землю, оно само по себе начнет расти. Ничего само по себе не будет происходить. То есть это бизнес точно такой же, как и любой другой бизнес, в котором необходимо прилагать усилия, в котором необходимо обучать себя, в котором необходимо расти и прикладывать серьезные усилия. It's going to take time. Вам потребуется на это время. You're going to have to work extremely hard. Вам нужно будет работать очень серьезно и очень активно. It's emotional. Это эмоциональный бизнес. People will judge you. Очень часто люди будут осуждать вас. But I will tell you, if you're willing to do the work and you can employ yourself, then it's worth it. Но если вы готовы работать достаточно серьезно, активно, обучать себя, постоянно расти над собой и иногда воспринимать критику людей, которые вас не понимают, оно того стоит. But don't think there's any free lunch, because there isn't. Вот. Но не думайте, что здесь есть, как говорится, бесплатный обед или бесплатный буфет, которым вы можете насладиться, при этом ничего не делая. Hope that helps, Victor. Надеюсь, что это помогло, Виктор. Есть ли у нас возможность задать еще один вопрос? She's asking if we have time for one more question. Sure, of course. Да, только... For you, Tala, for you and Maya and Dominic, of course. Для вас, да. Anything for precious Tala. Все для любимой мамы.
Я вас очень люблю, мои дорогие. Я хочу предоставить слово Максиму Ведяскину. Это сын моей давнишней подруги, с которой мы прошли больше 20 лет вместе. И у нас дети пошли по нашим стопам. Мариночка, ты. И я очень хочу, чтобы Максим сейчас задал свой вопрос. Максим, пожалуйста. She's a long friend of her. Okay. She's the son of her mom. Да, всем добрый вечер. Меня зовут Ведяскин Максим. Добрый вечер, Эрик, Марина, Нателла. Спасибо, что вы дали слово. Я, правда, сетевик во втором поколении. И так получилось, что вот последние 19 лет я связал свою жизнь с этим бизнесом, хотя у меня есть там ученая степень и так далее. Но у меня сейчас вопрос на самом деле у меня есть два вопроса. Я не знаю, могу ли я задать два вопроса. Но один вот такой чисто технический, а второй глобально и про, про сетевую индустрию. А если по-простому, то работая, порядка уже 18-19 лет в сетевом бизнесе, начав студентом, сегодня мы имеем такую ситуацию. Первое. Когда ты в течение многих лет обращался к списку, это классическая и самая эффективная схема, он в какой-то момент перестает работать, может быть, потому что есть субъективные причины, может быть, потому что объективные. Но вопрос такой. Если ты обращаешься к списку, и люди за это время не стали успешными, в предыдущих проектах или компаниях, в которых ты участвовал, у меня всего там было 2, или они не хотят принимать новые предложения, или, правда в том, что сегодня есть, определенные тенденции на рынке, такая погоня за легкой наживой, потому что, все слышали про OneCoin, Telex Free, Альфа Кэш и много-много всяких других историй, когда люди вкладываются в инвестиционные проекты, и это все строится на основе сети. И это, правда, сегодня вызывает определенную долю недоверия к сетевому бизнесу как к каналу продвижения каких-то товаров и услуг на рынке. И меня искренне, меня лично и лидеров нашей сети интересует, какое ваше мнение по этому поводу. Это первый вопрос. Если вы позволите, я потом задам второй. So he's a second generation network marketer, and he's been in the business for almost 19 years, and he's been in a couple companies. But when he goes back to his list of prospects, some of them don't necessarily want to do the business either because they were not very successful in the first project or first company, or a lot of them, especially right now, there are a lot of companies like OneCoin and all that stuff that are kind of easy to it seems like such a cool, concept, and it's so easy, and you can make a lot of money fast. So they're considering those options. So what are your thoughts on how to approach those people and how to explain them the long-term system? Yeah, if you've been around for a while, sometimes your friends have heard your story, right? So, what do? What you do is you act as a network marketing professional, and you continue to grow your list. То есть, с одной стороны, конечно же, если вы были в бизнесе уже определенное количество лет, ваши кандидаты, ваши потенциальные клиенты, они уже слышали вашу историю наверняка не один раз. То есть одна из задач – это постоянно продолжать расти как лидер и постоянно увеличивать список своих клиентов. So, and if you're creative, you have every tool in the world to find new people to talk to. Если вы посмотрите на это с креативной точки зрения, на сегодняшний день существует масса возможностей, как построить свой лист и увеличить его в значительном количестве. On social media alone, it's not difficult for you to find 10 people a day that you can become friends with. Используя всевозможного рода социальные сети, совсем несложно увеличивать свой список на 10 клиентов как минимум каждый день. That's 100 people in 10 days. То есть в течение 10 дней это 100 человек уже. 3,600 people in a year. 3600 человек в течение года. More than you have time to even do a presentation for.
то есть значительно больше людей, чем у вас на самом деле будет времени. So stop worrying so much about what a few people are saying. Who cares? То есть, с одной стороны, перестаньте переживать, что пару человек говорит. Don't put so much weight on that. Какая разница? Не придавайте этому большого значения. The whole world is looking for opportunity right now. Go give them an answer. На сегодняшний день весь мир ищет всевозможные способы дополнительного заработка, и у вас есть ответ, поэтому идите и давайте им свой ответ. So how many friends do you have on Facebook right now Сколько у вас друзей? that are not a distributor in your company right now? Сколько у вас какое количество друзей у вас в Фейсбуке, которые не являются представителями, не работают в вашей компании? How many? Больше 90%. More than 90%. Okay, Больше, but give me a number. Сколько это людей? Количество, например. Ну, пару тысяч, допустим. Couple thousand. Okay, you have 2,000. The average person on Facebook alone has what, 370? Has 370 friends. То есть, допустим, возьмем, что у вас вот эти 2000 людей, которые, да, являются вашими друзьями в Фейсбуке и не являются сотрудниками вашей компании. So У каждого человека в среднем на Фейсбуке как минимум 370 друзей. So if you just went and introduced yourself to all of your friends' friends, То есть даже если бы вы пошли на сегодняшний день к друзьям своих друзей, that's 2,000 times 370 on average. That's 740,000 people you can reach. то есть если вы умножите 370 на 2000, это 740 тысяч людей, которые вы из своих 2000 друзей, благодаря им, через них вы можете поговорить с их друзьями. With a very easy introduction. Hey, I see we're both friends with this person. He's wondering, like, how do you do that it's not It's really considered easy. spam? I contact a person, I say, oh, you're friends with Marina. I'm friends with Marina too. Maybe we should be friends. Вы просто идете к человеку и говорите: ой, я знаю там Петю или Васю или Марину, и я смотрю, что вы там с ней друзья, а вот давайте тоже будем друзьями. То есть, элементарные вещи, как можно с людьми познакомиться. 740,000 people. I think that you want to address the spam issue. No, but here's the point. The point is you don't have to recruit them in 2 seconds. Да, основной момент заключается в том, что вы не должны идти сразу к этим людям и говорить: ой, у меня вот к тебе предложение, я там знаю Марину, и вот у меня к тебе предложение. То есть основная в этом заключается основная ошибка. Люди не понимают, что прежде чем предлагать бизнес, нужно выстроить определенного рода отношения, нужно выстроить доверие, прежде чем люди будут готовы слушать ваше предложение. А, к сожалению, очень многие, как вы говорите, они идут со спамом, то есть: привет, я там такой-то, вот тебе мое предложение. Люди этого не понимают, поэтому ленивые дистрибьюторы, они рекрутируют таким образом на различных social-медиа, а люди, которые профессионалы сетевого маркетинга, они понимают, что нужно построить вот это доверие, нужно построить вот эти отношения в первую очередь, и только потом у вас будет возможность поговорить о вашем бизнесе или как. То есть когда вы в разговоре, задавая различного рода вопросы, вы спросите, как у них жизнь происходит, что случилось с ними, с их бизнесом из-за вот этого вируса. То есть когда вы начнете строить вот этого рода отношения, у вас появится возможность, когда вы сможете людям предложить, и они спросят вас: а что вы делаете? И тогда у вас откроется вот эта дверька, когда вы сможете им рассказать, а что вы делаете, как вы выходите из этой ситуации. What I'm saying is be clever, be a professional, and continue to always add new people to your list. Don't focus too much on your friends that have said no 50 times or that have their emotional baggage and are not ready to look at an opportunity right now.
То есть будьте профессионалами и не зацикливайте свое внимание на вот этих там 2, 5, 10 людях, которые, как говорится, в вашем списке находятся уже десятилетия, которые уже слышали абсолютно все и сказали нет. Существует огромный мир перед вами, который готов слушать ваши предложения, которые нуждаются в вашей помощи. Просто будьте профессионалом, как вы выстраиваете свое отношение с ними, чтобы это не выглядело как спам. Your job is not to recruit everyone. Your job is to educate as many people as you possibly can. Ваша работа не заключается в том, чтобы рекрутировать каждого человека. Ваша работа заключается в том, чтобы обучить как можно большее количество людей. А это уже их решение принять, присоединяться к вам или нет. Does that help? Да, спасибо большое, Эрик. Спасибо, Спасибо, Марина. Это отличный ответ. Ну, я хочу поблагодарить и Максима, который присоединился к нам, и Эрика с Мариной. Ребята, вы сегодня сделали для нас очень великое дело, потому что сегодня мы все нуждаемся в правильном, хорошем совете, в хорошем учителе, и тогда мы правильно идем. Я бесконечно вам признательна. Мы все болеем за то, чтобы все были здоровые. Мы все хотим счастья всем людям. Мы хотим, чтобы вы были богатые душой, духовно, душевно. Ну и мы все вот здесь вот подсматриваем за вами. Hey, Maya. Hey, Dominic. Miss you guys. Miss you. Miss you, love you guys. Bye, guys. Miss you, love you too. Love you. Тала, молодец. Тала. Тихо. Спасибо всем большое, ребята, за то, что вы подключились сегодня. Мы будем дальше бежать, потому что у меня следующий лайв через несколько минут. Мы вас очень любим. Все, спасибо вам большое, всего доброго, оставайтесь здоровыми и успешными. Благодарю вас. До свидания. Всем спасибо, ребята. Всем спасибо.